Уважаемые подписчики, сегодня предлагаю испечь пшенично-ржаную ковришку с орехами. Для этого я использую выдержанное тесто, которое поставила еще в августе. Как можно приготовить выдержанное тесто, вы можете посмотреть по ссылке. Если у вас нет выдержанного теста, то вы можете воспользоваться рецептом более ускоренного метода, который я приведу в описании к видео. Выдержанное тесто хранилось у меня в течение 3,5 месяцев, и несмотря на то, что в нем нет никаких разрыхляющих агентов, оно явно показывает признаки ферментации. Отмеряем необходимое количество теста, остаток убираем в холодильник на верхнюю полку для других рецептов. У меня на канале есть рецепты других пряников на основе выдержанного теста, которые вы можете посмотреть и испечь. Добавляем растопленное сливочное масло, которое мы охладили до температуры как минимум 30 градусов. Добавляем также разрыхлитель. Сухие духи. Сухие духи – это смесь пряничных специй. Молотого миндаля с кожурой. Вместо молотого миндаля вы можете добавить другие любые орехи, которые у вас есть. Например, грецкие, фундук или смесь миндаля, грецкого, фундука, кешью, макадамия, пекан. Все, что у вас есть. Консистенция теста должна быть вот такой, не слишком густой. Также нужно учитывать, что мука для пряников должна иметь слабую клейковину, и замес должен производиться очень короткое время, то есть только для того, чтобы хорошо смешать все ингредиенты. Также добавляем рубленые цукаты. Как сделать цукаты в домашних условиях, вы также можете посмотреть по ссылке. В основном у меня здесь цукаты из апельсиновых корок, но также у меня были остатки других цукатов, и я их смешала вот с апельсиновыми цукатами. Но вы можете делать только с апельсиновыми цукатами или с какими-то другими цукатами. Следует иметь в виду, что цукаты должны быть достаточно пластичные и мягкие, они такие железобетонные и камнеподобные, как их можно встретить в магазинах. Такие цукаты непригодны для использования в тесто, особенно в таких больших объемах, как в данном рецепте. Они его ухудшат, а не улучшат. Поэтому постарайтесь сделать цукаты в домашних условиях либо по ссылке, которую я привела, либо по той технологии, которой вы обычно пользуетесь. Но постарайтесь не использовать магазинные цукаты. Выкладываем тесто в кулек или просто заворачиваем в целлофан и убираем примерно на 1 час. Если вы будете использовать соду, то вы можете убрать тесто до следующего дня. Если же вы используете разрыхлитель, как я, то желательно печь пряники в тот же день, так как тесто ухудшается от хранения при использовании разрыхлителя. Поэтому я убираю тесто
всего лишь на 1 час в холодильник. Вот я его так сплющиваю для того, чтобы оно равномерно охладилось, и убираю в холодильник. Достаем тесто из холодильника и раскатываем в пласт размером в противень. Противень, традиционный обычный противень, имеет размер 30 на 40 сантиметров. Это домашний противень, домашняя духовка. Раскатываем тесто таким образом, чтобы оно покрыло весь противень. При использовании соды или разрыхлителя нет необходимости придерживаться какой-то определенной толщины, так как эти оба разрыхлителя совершенно безопасны в использовании вне зависимости от толщины теста. Поэтому толщина теста у вас будет где-то 5-6 миллиметров, если вы раскатаете его на размер противня. Я использую пекарскую рамку для того, чтобы пласт у меня получился равномерный и с прямыми краями, для того, чтобы мне не нужно было обрезать края. Но если у вас нет такой пекарской рамки, это совершенно не страшно. Вы просто по готовности должны будете срезать края таким образом, чтобы они были у вас ровные и не твердые, не подгорелые и не твердые и не кривые. В общем, чтобы вид у них был привлекательный, у этих краев. Если у вас есть такая пекарская рамка, то вы просто устанавливаете ее на размер противня и утрамбовываете тесто таким образом, чтобы оно везде равномерно заполнило пространство. Эти ковришки у нас будут пшенично-ржаными, и за счет содержания ржаной муки они будут долго оставаться сочными, мягкими, то есть придутся по вкусу практически всем любителям пряников. Вот я утрамбовала, и теперь делаю разметку на квадраты. Разметку я делаю слегка только прорезая поверхность сверху. Это я делаю для того, чтобы иметь возможность красиво украсить ковришку. Покрываем взбитым яйцом. Для этого вам понадобится всего лишь одно яйцо. Его ничем не нужно разбавлять, просто взбить и все. Яйцо даст нам глянцевый, красивый внешний вид, а также несколько запечатает поверхность таким образом, чтобы она не высыхала. Там, где у нас разметка смазалась, еще раз проводим ножичком, делим на ровные квадраты, но вы можете делать их прямоугольной формы,
треугольной, ромбовидной, какой угодно. И теперь украшаем. Я украшаю вишней и миндалем. Вы можете взять любые сухофрукты. Вместо вишни вы можете взять кусочки кураги, вяленую клюкву или все, что вам придется по вкусу. Главное, чтобы украшение было ярким, праздничным, поэтому руководствуйтесь только своей собственной фантазией. Также можете украшать любыми цукатами, орехами, всем чем угодно. Выпекаем сразу же при температуре 180 градусов вверх-вниз до золотистого цвета. Затем при выемке из печи можно еще раз, пока пряник у нас горячий, смазать тем же взбитым яйцом. Этот шаг является опционным, и суть его состоит в том, чтобы добавить дополнительный глянец прянику. Но это делать не обязательно. Если вы не хотите, можете этот шаг просто пропустить. Даем прянику остыть, а затем высвобождаем из рамки. Если вы пекли без рамки, а просто на противне, просто снимаете пряник с противня, все еще на пергаментной бумаге, и обрезаете края таким образом, чтобы они были у вас ровные. Не обязательно давать прянику полностью остыть, нужно, чтобы он достаточно охладился, чтобы он не крошился, не ломался. И затем по маркировке нарезаем. Я вот использую колесо для пиццы. На мой взгляд, это очень удобно. Вы можете просто использовать нож или приспособление для круассанов, все что угодно. Ну вот я считаю, что колесо для пиццы для этого дело очень хорошо подходит. Главное, чтобы оно было большим, крупным по размеру, потому что они бывают разные. Ну вот я использую крупное колесо. Ковришки делаются также с начинкой из варенья, смеси варенья, сухофруктов, орехов. Самые-самые разные варианты. Ну вот это один из довольно-таки простых вариантов, когда ковришка у нас делается без начинки, а в тесто просто подмешиваются молотые орехи и цукаты. Когда пряники остыли, выкладываем их на решетку для того, чтобы они полностью охладились, а затем убираем в емкость с плотно закрывающейся крышкой и храним в таком виде в течение нескольких месяцев. Пряники только набирают вкус со временем и долго остаются сочными, мягкими и не черствеющими. Уважаемые подписчики, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, делитесь ссылкой на него в своих социальных сетях, а самое главное, пеките на здоровье и с наступающими праздниками!